Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры с сайта AliExpress, а именно из этого магазина. Знаем, что это покрытие 14 карат, может быть и выше в каких-то позициях. И давайте посмотрим, что я в этот раз получила. Начну я с застежек. Вот такие застежки для брошек выбрала. Именно с покрытием у меня еще не было. Были в разных цветах, но таких еще не было. Можно купить от 2 штук до, по-моему, до 8. Длина застежки самой 27 миллиметров. Как видите, здесь 3 отверстия. Можно и сверху пришить, а можно и спрятать и под кожу, как многие делают. Здесь вот такой механизм крутится и закрывается булавочка. Ой, и сама иголка острая. Палец можно проколоть. И закрываем вот так. Такие хорошенькие застежки. Так, следующее это вот такие крючочки для сережек со стразиками. Маленькие здесь петельки. Очень маленькие. Даже я не вижу, раскрываются они или нет. Не видно. Ну, аккуратненькие. Красивые. Понравились. Так, ну и теперь давайте посмотрим кольца соединительные. Вот такие кольца 20 миллиметров. Они раскрываются. Вот как видно вам, да? Такие плотные. Можно куда-то что-то подсоединить. Например, к швензе. Здесь можно добавить каких-нибудь подвесочек. Вот если бы проходило это колечко. Проходит, да, в отверстие. Ну, а здесь можно подсоединить какие-нибудь бусинки. Вот такие колечки красивые. Здесь фактура интересная. Или 10, или 20 штук можно выбрать. И вот такие маленькие. Похожи очень, но фактура разная, да. Здесь как витые они. Это уже, по-моему, 8 миллиметров у меня колечки. Но что-то я здесь не могу найти, где они раскрываются. Вот такие хорошенькие колечки иногда так нужны. Или подсоединить цепочку удлиняющую. Или сережками, в сережках применить такие. Например, можно и подвесочки крепить. Вот так вот. Неплохо будет тоже. Вот такие колоты. Именно этой формы захотелось мне. Маленькие-прималенькие. Как раз один кримп поместится. 4 миллиметра. Были и 3. Ну, я думаю, 4 миллиметра. Хороший размерчик. И когда буду делать украшения с маленькими бусинками, и попробую именно такой колод. И вот сюда ставим кримпы. Здесь должно быть отверстие. И потом зажимаем инструментом вот так. Ну а здесь уже крепим колечком карабинчик и удлиняющую цепочку. Да, здесь маленькое отверстие. Кто-то у меня спрашивал, что здесь проходит только тоненькое колечко. Ну, такой формы я еще купила из нержавеющей стали. Такие же колоты. И покажу уже потом. Но они больше у меня. А это маленькие 4 миллиметра. Для таких утонченных украшений 50 штук в комплекте. Тоже иногда нужны. Так, следующие это вот такие проставочные бусинки. В форме сердечек. 5, наверное, миллиметров или 6, наверное, 6. Такие маленькие. И посмотрите, как проходит отверстие. Вот так. Бывает вот так отверстие проходит в бусинках. Ну, а здесь по-другому. Неплохо смотрится. Неплохо. В комплекте можно выбрать 10 штук или 20. Ну, вот такие хорошенькие сердечки.
Это карабинчики, именно с таким родевым покрытием. Хорошее качество и цвет хороший. 12 миллиметров и были 10. Именно такие маленькие. Тоже мне нужны для маленьких, именно для маленьких украшений. С маленькими бусинками. Отличное качество. Когда карабинчик один, его тяжело раскрыть. Но когда в украшении, очень даже все удобно раскрывается. Вот такой кулончик. На картинке такой был большой, красивый. Ну вот, как всегда, у нас обман зрения. Вот такой маленький, 2,5 сантиметра. Это без колечка. Ну, красивая. Здесь красная эмаль. На камере, по-моему, розовая, но в жизни красная. И здесь в стразиках. И здесь даже на кончиках. Вот такое вот интересное солнышко. Вот так сзади оно выглядит. Блестит. И, по-моему, было с белой эмалью. А следующий это вот такие подвесочки с розовыми вставками. На камеру он более прозрачный, а в жизни он чуть-чуть насыщенный цвет розовый. Вот такие две подвески. Большой такой, как видите, камень вставлен. Не знаю, что это за камень, но это не стекло. 15 на 12 миллиметров. Можно или 2, или 4 штучки выбрать. Ну, я для сережек купила, так как у меня пришли вот такие стеклянные бусины точно такого цвета. И я хотела делать украшения и сделать к этому украшению вот такие серьги с такими подвесками. Красивые, очень красивые, мне понравились. Прям на золотые похожи. И вот такие две подвесочки. Здесь уже, посмотрите, какой внутри камешек переливается. Ну, это уже, я думаю, не камень. Здесь уже пластик. Тоже есть колечки, к которым прикрепить уже можно. Сейчас посмотрим. Например, да, возьму я такую серьгу. И проходит колечко. Но здесь нужно еще одно кольцо нужно, чтобы вот так висело. Но я так не буду делать. Я просто показываю вам пример. Такие малюсенькие две подвесочки. Красивый цвет. Был другой цвет, желтоватый, по-моему, оттенок. Вот так сзади выглядит. И здесь как изогнутый немного кулон. Можно как и кулон использовать, но я две выбрала именно, чтобы сделать серьги. Ну, можно или 4 купить. 15 миллиметров на 9. Такие маленькие. Цвет красивый. Так, и следующее. Вот эти подвесочки я разочаровалась. Прям расстроилась. На картинке был такой красивый цвет камня. Но он неплохой. Вот как видите, да? Вот на просвет. Такой синий, темно-синий цвет. Но одна подвесочка пришла бракованная. Здесь не до конца вставлен камень с одного края. Вот. И мне нужно это отогнуть, наверное. И я боюсь отогнуть. Не поломается оно. Чтобы вставить этот камень в угол. Сам камень красивый, он граненый. Покажу, вот хорошая вот эта подвесочка. И лапками в углах эти камни держатся. Ну, а здесь у меня, как видно, он вообще в угол не встал. Надо сфотографировать сейчас и отправить продавцу. В следующий раз он мне просто пришлет точно такую подвесочку.
Эти подвески как коннектором можно использовать. С двух сторон, как видите, колечки. Были и цвета другие, но я хотела именно такой цвет, синий. И вот такие бусинки. Было две формы, решила эту форму выбрать. Ну, интересная форма такая, помятая, вытянутая немножко форма. Можно, наверное, вот так использовать бусинками. Под жемчуг в украшение можно и 4 бусинки поставить с двух сторон по 2. Вот так они смотрятся. Неплохие, но тяжелые. Отверстие здесь большое. Как я сказала, была немного форма другая еще. На этой же страничке можно выбрать, какая вам нравится. Хорошенькие, красивые. И солнышко мне понравилось. Маленькая, аккуратненькая. Вот такая у меня сегодня была распаковка. Вот такой обзор. Если вам что-то понравилось, все ссылки под видео. Заходите, смотрите, пишите комментарии, что вам понравилось. Мне интересно ваше мнение. Но если понравилось мое видео, было полезным, ставьте мне лайки. Мне будет приятно. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Много интересного у меня впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!